Напряжение, саботаж и несогласие, Женевский тупик, инсайды из Швейцарии. О чем так долго говорила Москва и Киев в первый день переговоров и как бывший глава офиса Зеленского Ермак влияет на диалог с Россией. Экстренное заседание, бунт в парламенте, президент отправлен в отставку, единогласное решение, назначены срочные выборы. Приказ Банковой об остановке огня и отводе войск. Зеленский готов идти на новый президентский срок. Ответ Киева за украинцев. С чем будет не согласен украинский народ и что не простит лично Зеленскому. Озвучено предложение Путину. Россия обратилась к НАТО. Приказ Москвы. Флот РФ готов к ликвидации. Какие цели названы? Военный ответ. 24 часа на захват территории РФ. Окружение и подавление сил. Атака по объектам армии РФ. Детали. Контракт с войском для мужчин-пенсионеров. Украинские беженцы штурмуют рынок труда в Германии. Какая зарплата? Казахстанцы массово переселяются в Россию и удар по военным РФ. ЧП в России. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время в рядку», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Поддержка и осуждение. Резонансный скандал в Украине. 24-летний футболист ударил представителя ТЦК. Судя по кадрам, спортсмен заступился за некого мужчину, отца 3 детей, которого пытались мобилизовать. Видео инцидента опубликовал сам Даниил Колесник, игрок команды «Колос». Ты понял? Ты засал даже выйти. Понял? Ты засал. Так сейчас покажет, что ты его ловишь. Что? Ты что, После этой публикации футбольный клуб открестился от Колесника, его уволили из команды и заявили о поддержке военных и военкомов. ФК «Колос» принципиально осуждает любые проявления насилия и противоправного поведения, независимо от того, против кого они направлены, а тем более против украинских военнослужащих. В комментариях разные мнения, достаточно тех, кто поддерживает футболиста, осуждает клуб или требует хотя бы провести объективное расследование, а не рубить с плеча. На инцидент отреагировал и киевский ТЦК. На официальной странице появилось сообщение, что Колесник, судя по своей комплекции и возрасту, отлично бы подошел для десантно-штурмовых войск. По своим антропометрическим данным, нападающий второй команды «Колоса», так как в первую он не пробился, вполне подходит для десантно-штурмовых войск. Почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою злость в борьбе с врагом? Украинские мужчины, достигшие пенсионного возраста, могут найти себе применение на фронте. В украинском Минобороны опубликовали детали того, как мужчины в возрасте 60+, могут заключить контракт и взять при желании в руки оружие. Во время военного положения желающие имеют право на годовой контракт, но исключительно по собственному желанию и после признания пригодности военно-врачебной комиссии. Мобилизация этой возрастной категории не проводится, говорится в официальном заявлении министерства. Для офицеров старше 60 обязательным станет согласование кандидатуры с Генштабом ВСУ, одновременно упрощен и ускорен порядок присвоения очередных званий тем, кто служит в боевых частях или не менее 3 месяцев выполняет боевые задачи, а также тем, кто получил ранение и был переведен. В военное время звания могут присваиваться через 1 год для сержантского и младшего офицерского состава и через 2 года для высшего сержантского и старшего офицерского состава. Для небоевых частей сроки длиннее. Еще одно жесткое правило: контрактнику гарантирует минимум 6 месяцев службы на выбранной должности. Украинцы в Германии трудоустраиваются рекордно быстро, быстрее беженцев из других стран. По данным немецкого института рынка труда и профессий Федерального ведомства по делам миграции, через 3,5 года после приезда более половины украинцев трудоспособного возраста нашли работу. Для беженцев 2015 года такой уровень занятости достигался 6 лет. Эксперты объясняют успех доступом к соцвыплатам, языковым курсам и центрам занятости сразу после приезда. Но не все гладко. Занятость украинцев все еще ниже среднего показателя по Германии, особенно среди женщин – 55% против 64% у мужчин. Причины – психологические травмы, маленькие дети и работа неполный день в сфере обслуживания. Однако работающие на полную ставку украинцы получают в среднем только 72% зарплаты обычного немца, так как заняты в низкооплачиваемых секторах. Напомню, с начала войны убежище в Германии получили 1 200 000 украинцев. Региональная картина указывает на то, что украинские беженцы чаще находят работу в федеральных землях с благоприятной ситуацией на рынке труда и высокой экономической мощью, особенно на юге страны и в некоторых частях Восточной Германии.
Молниеносные удары России по крупным портовым и логистическим узлам стран НАТО на Балтийском море могут парализовать альянс, если интенсивность обстрелов и атак будет такой же, как и в Украине. Об этом в интервью Welt заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. В Европе вновь моделируют войну с Россией. Ходжес заявляет, в случае конфликта странам Балтии, возможно, придется несколько дней, а в худшем сценарии до 2 недель, сдерживать удар без полноценного подкрепления НАТО. Проблема не только в политике, но и в логистике. Даже переброска танковой бригады через Германию и Польшу требует времени, если альянс окажется застигнут врасплох. Боеприпасы могут закончиться уже через несколько дней, ПВО уязвимо, а массированные удары дронами и ракетами по портам и транспортным узлам от Клайпеды до Бремерхафена способны парализовать инфраструктуру. При этом Ходжес говорит о военном ответном ударе. За 24 часа будет нейтрализован и подавлен Калининград. Для этого в ход должны пойти радиоэлектронные и высокоточные удары по военным объектам России, заявляет Ходжес. Я уверен, что Калининград был бы выведен из строя в первые 24 часа. С этим согласны и другие командиры. Я не имею в виду ввод наземных войск и захват, а применение кинетических и некинетических средств, чтобы нейтрализовать Калининград как военный фактор Российской Федерации. Россия обратилась к НАТО. В Кремле также говорят о блокаде Калининграда, но рассматривают это с позиции силы Альянса, что именно он пойдет на это первым. Помощник Путина Патрушев, комментируя также возможную блокаду теневого флота силами ЕС, заявил, что атака на российские суда – это не инциденты, а попытка Запада парализовать внешнюю торговлю страны и фактически открыть новый фронт – фронт давления. По его словам, если не дать жесткий отпор, дело может дойти до попытки морской блокады, в том числе в Атлантике и на Балтике, вплоть до изоляции Калининграда. Ответ, как подчеркивается, готовится по линии морской коллегии. У Путина принято решение. Удар нанесет флот РФ. Он уже готов к ликвидации. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать военно-морской флот. Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда. Женевские переговоры в тупике. Россия не отступает. Кремль твердо стоит на своих требованиях. Так, о первой встрече российской, украинской и американской делегаций в Женеве пишет Вашингтон-Пост, ссылаясь на свои источники. В материале уточняется, Путин хочет мира, но лишь на своих условиях. Но даже надеясь вручить Трампу мирное соглашение по Украине как политическую победу перед промежуточными выборами в Конгресс, Кремль не готов отступить ни от одного из своих ключевых требований к Украине, включая сдачу Киевом территорий, говорят аналитики и лица, знакомые с переговорами. Похоже, они действительно хотят мира, сказал один человек, близкий к переговорам, о русских. Но они хотят мира только на своих условиях. Российская сторона публикует свой отчет. Государственное издание ТАСС после первого раунда переговоров сообщило, что они были напряженными. Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров, рассказал источник. Украинская сторона при этом уточнила детали, но не заявляла о тоне переговоров, которые продолжатся и 18 февраля. В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. После совместной части работа продолжилась в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Интереснее о событиях в Женеве пишет западная пресса. Издание уделяет внимание появлению в переговорной делегации Мединского, пишут о признаках саботажа по обе стороны. The Economist уточняет, главная проблема – конструкция переговоров. Параллельные треки позволяют Москве контролировать темп, а Путин фактически сохраняет право вето, просто не соглашаясь на прекращение огня. Это была цитата. Территория остается взрывоопасной темой. Кроме того, издание пишет о расколе. На украинскую делегацию, вероятно, оказывает влияние бывшая правая рука Зеленского – Ермак. Внутри украинской делегации тоже обозначились разногласия. Одно крыло, связанное с Будановым, считает, что интересам Украины отвечает быстрое соглашение при посредничестве США, и что окно возможностей может скоро закрыться. Другое крыло, по-видимому, остающееся под влиянием скандально ушедшего бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, гораздо менее склонно к этому. Зеленский, похоже, балансирует между ними, имея при этом собственные идеи.
А Зеленский тем временем сразу после переговоров сделал два громких заявления. Срочное предложение Путину и не только. В интервью Axios он заявил, украинцы не примут мир, в котором Киев в одностороннем порядке уходит из Донбасса и отдает его России. Зеленский также считает, что давить на Украину проще, чем на Россию, но прочный мир – это не подарить победу Владимиру Путину, даже если Дональд Трамп публично возлагает бремя уступок именно на Киев. Зеленский настаивает, прорыв возможен только при личной встрече с Путиным и поручил своей команде добиваться такой встречи. Зеленский также призвал Россию отвести войска. Украина готова обсуждать при этом также отвод ВСУ. Это зеркальные действия. Заморозку текущей линии фронта в Донбассе Зеленский считает потенциально приемлемой для общества, если это будет вынесено на референдум. Зеленский также допускает, что выборы могут пройти во время хрупкого прекращения огня, и он сам может участвовать в них. Далее цитата. «Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят». Если соглашение будет предусматривать простой вывод украинских сил из Донбасса с отказом от суверенитета и гражданства проживающих там людей, он считает, что оно будет отвергнуто на голосовании. Эмоционально люди этого никогда не простят. Никогда. Они не простят меня, они не простят США, сказал Зеленский, добавив, что украинцы не могут понять, почему их просят отказаться от дополнительной территории. Уже в вечернем обращении Зеленский заявил, готов отдать срочный приказ остановить огонь и отказаться от, как он называет, зеркальных ударов по России. Ребята обязательно должны поставить вопрос об этих ударах прежде всего перед американской стороной, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова, нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально. Мы защищаем свое государство, свою независимость. Также мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны. Вопрос только к россиянам, чего они хотят. Друзья, еще начало года. Как считаете, закончится ли война в этом году? Будут ли проведены выборы в Украине? Где останутся войска? И каким будет мирное соглашение? Возможно, вопрос сложный, но все же, какие у вас ощущения? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Как и прежде, если не тяжело, поддержите лайком и подпишитесь на канал «Время Прядко», чтобы не пропускать новых видео. А дата и время выхода выпуска указана под каждым роликом. Внизу там даже идет отсчет, сколько часов назад было выложено видео. А я продолжаю. Иран готов пойти на уступки США и пустить в страну проверяющих, чтобы они убедились, что Тегеран не стремится создавать ядерное оружие. Об этом после второго раунда американо-иранских переговоров, которые накануне также состоялись в Женеве, заявил президент Исламской Республики Пезешкиян. При этом Пезешкиян уточнил, Тегеран не согласится на запрет использования ядерных знаний и технологий для лечения некоторых заболеваний, а также для развития иранской промышленности и сельского хозяйства. Ядерная программа страны имеет исключительно мирные цели, подчеркнул Пезешкиян. Ранее глава МИД Ирана, который непосредственно принимал участие в переговорах, заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли понимания по основным руководящим принципам, но работа еще не завершена. Это не означает, что соглашение будет достигнуто быстро, но, по крайней мере, путь начат. Мы надеемся, что работа будет завершена как можно скорее и готовы уделить этому достаточно времени. Однако, когда дело дойдет до составления текста, работа станет немного более сложной и детальной. О том, что переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки, подтверждают и в Белом доме. Об этом со ссылкой на источники сообщает журналист портала Axios Барак Равид. Однако, как пишет Wall Street Journal, Трампу нужна капитуляция Ирана. Он по-прежнему настаивает на полном сворачивании иранской ядерной программы. С учетом того, что мощности по обогащению урана были сильно повреждены летом прошлого года, сказано в статье, у Вашингтона мало стимулов идти на компромисс и предоставлять Тегерану широкое снятие санкций. По данным дипломатов из США, Ирана и региона, Иран заявил, что готов передать часть своих запасов высокообогащенного урана, ключевого топлива для ядерного оружия, третьей стороне, например, России. Это решило бы одну из важных проблем США. Основная часть запасов, как считается, сейчас зарыта под обломками ядерных объектов, разрушенных ударами США и Израиля в июне. Президенту объявлен импичмент, бунт в парламенте, срочное заседание. Депутаты поддержали отставку. Президентского кресла лишился Хосе Херри, лидер Перу. Херри стал президентом только потому, что был главой парламента, после того, как его предшественница была уволена, пишут местные СМИ. То есть его роль президента напрямую зависела от того, остается ли он председателем парламента. Смещение с одной должности автоматически приводит к потере поста главы государства. Конгресс уже объявил вакантным пост председателя Конгресса и, следовательно,
следовательно, вакантна должность президента республики. Причина столько молниеносной отставки – тайные встречи Хири и использование рабочего кабинета не по назначению. Срочные выборы назначены на апрель. Сейчас же говорят о параличе власти. Корни политического кризиса связаны с раскрытием информации о незарегистрированных встречах президента с китайскими бизнесменами, связанными с государственными контрактами. К этому добавляются вопросы по незаконному найму молодого персонала в президентский дворец и спорное использование его парламентского кабинета во время исполнения функций главы исполнительной власти. Чрезвычайное происшествие в России. Удар для военных. Под завалами обнаружены тела троих. Расследование продолжается. Мощный взрыв прогремел накануне в здании военной комендатуры города Сертолово Ленинградской области. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту халатности и нарушения правил пожарной безопасности. Как пишут Россми, местные жители услышали, как что-то взорвалось на территории военного городка. По предварительным данным, взрыв произошел на 3-м этаже комендатуры, из-за чего обвалилось несколько этажей. На место ЧП были вызваны спасатели, военнослужащие, сотрудники военного следствия и криминалисты. Что стало причиной взрыва, не уточняется. Отметим, что оба состава преступления в уголовном праве не предполагают внешнего вмешательства или участия посторонних. Выяснять обстоятельства произошедшего будут еще долго, предположил собеседник 47 News в правительстве Ленобласти. Работают военное следствие, военная прокуратура. Массовое переселение в Россию сорвано. В МВД рапортуют об антирекорде за последние 15 лет. В прошлом году программой добровольного переселения в Россию, которая рассчитана преимущественно на выходцев из СССР, воспользовались и перебрались в Россию менее 27 тысяч человек. Для сравнения, в 2011 году заявки на участие в этой программе подали более 60 тысяч жителей из стран бывших советских республик. Несмотря на спад миграции, в прошлом году лидерами переселения в Россию стали казахстанцы. Представители Казахстана составили 35,5% от всех переехавших. Эксперты связывают это с высокой долей этнических русских в Республике Казахстан, пишет «Коммерсант». Тогда как общий отток желающих объясняют войной, экономическими проблемами и ужесточением бюрократических требований от языковых экзаменов до сложных процедур оформления. Друзья, вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. Если не сложно, поставьте лайк и сделайте репост. И до встречи уже завтра.